Да. Всем привет! Всем привет! Привет Привет. всем! Добрый день, дорогие мои друзья! Ну что, сегодня у нас провожательный день. Наша Ирочка уезжает домой в Милан. Так что вот везем ее сейчас на вокзал. Massimo, allora. Stiamo andando alla stazione per andare a accompagnare Irina. Irina che parte, va a casa sua. A casa sua? Sì. A casa sua sopra, al nord, va. Mica va in Russia, al nord. E poi dopo parte per la Russia. Потом, говорит, она едет в Россию. Попозже, да. Через пару неделек она едет в Россию. Però non sento niente così che abbiamo aperto tutte le parti. Уезжаю я. Было очень весело, хоть здесь первые дни такие дожди были, я уже думала. Да. Ну, было хорошо. Но мы ее провожаем солнышком, Да. которая пытается выглянуть. Да, но все-таки последние несколько дней мы насладились солнцем, да. Но, конечно, первая неделя это было что-то. Италия утонула прям по уши. Да. Его разгребают до сих пор. Да, там бедные люди разгребают до сих пор эту всю грязь, и все у них испортилось. Но в нашем регионе нам повезло, мы просто сидели дома спокойно, в тепле, чистоте и в сухости. Нас не топило, но люди, да, пострадали. Ну ничего, зато Ира отдохнула, и с отдохнувшей душой мы с ней встретимся там. Дома. Мы с ней встретимся дома. Так что Ире хорошей дороги. Спасибо. И вам всем тоже огромное Всем спасибо. здоровья. Пока. Да. Ну и, пользуясь случаем, я хочу ответить на вопрос, который мне задали под последним видео. Почему приехали ко мне в Италию Ира и Фатима? Так как мы и про Фатиму говорили, и Фатиму вы многие тоже знаете. Она тоже ко мне приезжает, когда бывает возможность. Ну, а почему приехали? Я почему приехала? Потому что была вынуждена, приехала на работу. Точно по таким же причинам приезжали и мои родственники Ира и Фатима. Так как там в России не было той возможности зарабатывать столько, сколько можно было заработать здесь. И поэтому кто приезжает работать, кто приезжает отдыхать. Варианты бывают разные. И я говорю только за себя и за моих родственников, которые ко мне приехали. А я приехала, да, зарабатывать. Думала, что я останусь годика 2-3, и вот прям заработаю и уеду обратно. То, что у меня не получилось годика 2-3. Ира тоже приехала годика на 2, прям я помню, как она уверенно говорила, 2 года и все, и я уеду, и видела я эту Италию, и там, и здесь, и все. Но потом, вы понимаете, человек привыкает уже к этой стране. Не то, что привыкать, ты работаешь, ты ни один день не отдыхаешь. Я отдыхаю вот сейчас, когда, можно сказать, вышла на пенсию. Ну, это на пенсию я вышла, потому что я уже уволилась и сижу теперь дома. А в те года, когда я была здоровая, молодая, я ни один день не пропускала, ни одного дня не отсутствовала. Болеть было нельзя, пропускать было нельзя. Это не то, что как в России мы делаем: ой, я сегодня не приду, ой, я завтра не пойду, или я приду чуть попозже, там прикрой, закрой. Вот такие варианты здесь не проходят. Ну, и они, конечно, тоже там работали у нас на родине, но я предложила, или здесь вариант поработать
был другой, и соответственно, зарплата была тоже другая, повыше, чем было у них там и у меня там, естественно, и поэтому они переехали сюда. Но потом они устроились получше, уехав на север, где зарплата была еще повыше, чем здесь на юге, поэтому вот до сих пор живут и работают так же, как и я здесь прожила уже почти 20 лет. А почему мы жили вот в этой квартире, я вам сейчас объясню. Да, первое время здесь, так как я не имела ни документы, ни контракт на работу, ни легализацию, пришлось снять, и все это делают, когда приезжают сюда, по возможности снять квартиру без контракта. Без контракта. И, соответственно, эти квартиры бывают вот такие, да, малюсенькие, потому что хорошие квартиры, которые имеют и окна, и красивые интерьеры, они все как законно оформлены. А я жила в черную, то есть платила только хозяину в руки деньги и все. У меня не было ни контракта на работу еще, ничего. Но потом, как только я все сделала, я смогла сделать контракт на квартиру, я сразу переехала в хорошую квартиру, более благоустроенную, и даже привезла, только тогда смогла привезти своего ребенка, то есть Милану, и уже привезла, где у нее была своя комната и где была возможность нам всем там находиться, хотя они уже там были очень мало, они уже уехали к тому времени на север, и поэтому вот почему приехали. Потому что было надо. И надеюсь, я вам все ответила и рассказала на ваш вопрос. В специальных местах, да. А вот насчет местных итальянок, я вам скажу, лично которых я знаю, они делают, например, так. У нас нет этих привилегий, потому что у нас нет той возможности прийти, отметить карточкой твое время и твой уход. Они как делают? Они очень хорошо гуляют, потому что сейчас вот раннее утро, если мы поедем в торговый центр, там будет битком людей. Я иногда говорю, я не понимаю, эти люди не работают, что ли, что даже не бывает места для машины, где припарковаться. Они, знаете, как делают? Они приходят на работу, отмечают свое время, посидят, может, часок-другой, а потом у них время до 6 рабочее, да, а потом они берут, просто уходят, не отметив, что я ушел с работы, и целый день занимаются своими домашними делами, куда им надо сходить, что сделать, а потом они возвращаются и просто опять отмечают время своего ухода. То есть показать, что они вот отработали весь рабочий день добросовестно и со спокойной душой идут обратно домой. У нас таких возможностей не было, к сожалению, так как мы работали у одного хозяина дома, и вот таких карточек у нас не было. Так что как-то так. Стоим на вокзале, конечно, все поезда с опозданием, буквально все, 15-20 минут. Девушка, Всем привет! Массимо, sta per partire? О, этот уехал назад. А твой уже 5 минут опаздывает. Да, все, буквально каждый поезд объявляется с задержанием. Я тоже хочу уезжать. Я тоже хочу уезжать. У меня такое чувство, как будто я тоже куда-то еду. Ой, и чемодан в руках, и сумки рядом. Все как положено. Все как бывает, да. О. Пока. Давай.